Роботом это гораздо быстрее, наркоза меньше, соответственно, ровнее. Я, соответственно, был решительно за роботизированное оперирование. Но это момент удивления, что сделали одновременно на два протеза поставили. В итоге меня выписали даже без костылей. Большая разница. Я вчера 4500 шагов прошел. Как-то я на тех ногах столько не ходил, наверное. Меня зовут Баев Сергей, я из России, города Казань, точнее Нижнекамска. Мне 47 лет. Около 12 лет назад, вследствие, наверное, не очень профессионального занятия спортом и травм всякого рода, аварий и так далее, начались боли. В коленях я терпел, жил с этим. Поболит, да пройдет. Лет 10 назад мне предложили, что нужно будет менять сустав. И тем не менее, я с этим жил, 10 лет делал артроскопию. Мне друг скинул ссылку в Инстаграм. Ссылка на клинику Туран, Турция. Особо значения не придал, но тем не менее попросил моих друзей туда позвонить, и моментально мне перезвонили сначала один человек, а потом уже перезвонил Эльдар, и вот мы с ним дальше начали сотрудничать, и в итоге я решился очень быстро, в течение недели приехал и на операцию. 25 апреля меня встретили в Стамбуле, в комфортном басе, Мерседесе, посадили. И мы ехали 2 часа, наверное, до клиники. Я переживал, что вечером меня никто не встретит там, но тем не менее вечером встретили, проводили в палату, сразу взяли кровь, катетер поставили. То есть, никакой минуты промедления. Даже доктор пришел. В первую очередь странно, что доктор мог быть вечером поздно и в 6 утра. Для нас это, у нас такого не принято. Беседа прошла хорошо, он постоянно улыбается, довольный. Уверенный в себе и вселяет уверенность в нас. И очень человек, я так понимаю, высокого юмора. Поржали мы перед операцией. И я был готов. Тревоги у любого человека, который приходит в больницу, они есть. Но самой боязни операции нет. Доктор внушил доверие. Человек, который меня встречал, зовут его Эльдар, внушил доверие. Нет, не было боязни. Как таковой боязни не было. Меня на операцию, во-первых, в 6 утра. Для меня это было удивительно, что уже и доктор пришел в 6 утра. После операции боли не было. Потом были, конечно, но это момент удивления, что сделали одновременно на два протеза поставили. Не практикуется такое, как, насколько я знаю, нигде вообще. С разницей хотя бы в неделю делают. Здесь мне поставили сразу. Чего я ожидал? Соответственно, ожидал этой боли. Если меня в обед, наверное, привезли, то на следующее утро мне сказали: хватит лежать, вставай. На что я ответил: вы в курсе, что у меня 2 протеза на обе ноги? Мы в курсе, вставай. Меня поставили на ноги, прошел несколько шагов я по комнате, и от меня отстали. Но потом вернулись после обеда ко мне заново и вывели в коридор, чтобы я там ходил. И заставили пройти лестничный марш вверх и вниз по лесенкам. Вот это, конечно, для меня не укладывается в голове до сих пор, потому что это невероятно, это невозможно, я считаю. Но тем не менее это было вот так, такой шок. Я уже всем рассказал об этом. Девочки старательные, всегда улыбаются. Все с юмором, что самое, для пациента, мне кажется, это важно, когда тебе улыбаются, они приходят, тебя жалеют. Все для меня, все делали четко, мне все понравилось, как делали, так, не знаю, я с таким не сталкивался просто. Установили сразу же в первый же день вакуумный аппарат, потом аппарат сгибания-разгибания ноги. То есть это, была интенсивная очень такая физиотерапия, очень интенсивная. В целом мне вообще все понравилось, потому что я еще в такими условиями не сталкивался. Опять же был удивлен то, что доктор, главврач в 6 утра, каждое утро в 6 утра приходит, что для меня вообще полностью удивительно. У нас в 6 утра, наверное, все спят. Он приходит, все спрашивает, как дела. Постоянно приходит, спрашивает, что-то нужно или нет. Ничего мне не нужно. Буду рекомендовать, конечно. 2 недели не прошло еще. Еще не прошло, но... Совершенно мало прошло времени.
Разница большая. В итоге меня выписали даже без костылей. Большая разница. Я вчера 4500 шагов прошел. Как я на тех ногах столько не ходил, наверное. Я как вернусь домой, я пойду в спортзал сразу. В тот же день, ну, а следующий, наверное. Вот хочу нормальный образ жизни вести. Тот, к которому я привык.